что меня слышно. Есть, да, звук? A modern structure, sleek and strong, where urban confidence belongs against the red. Vibrant art, a bold and independent heart. This modern structure beats sharp and clear, banishing every doubt and fear. Each beat a statement, strong and true. A vibrant future waiting for you. А теперь лучше? No blending into muted tones. Your vibrant spirit surely owns. Embrace the strength, the solid base. Finding your power in this. Так. Сейчас. Так. Походу я сейчас не ту ссылку скинул. Можете скинуть ссылку в группу? Я не ту ссылку скинул. Ссылку трансляции, пожалуйста, скиньте в группу нашу. Все, отлично. Спасибо всем. Так, итак, начнем weekly recap. Но прежде всего, прежде чем приступить к этому, хотел бы напомнить, кто смотрел предыдущую неделю. Рекап предыдущей недели смотрели вы? Так, недельный таймфрейм. Итак, на прошлой неделе я говорил в конце видео, что ожидаю следующей неделю лонговый, и таргетами были первое, это вот этот buy side, и глобальный ликвид был вот этот all-time high. Но прежде чем цена заберет это, я говорил то, что следующая неделя новый PO3 и должен произойти цикл AMD, то есть аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Да, и я говорил то, что сначала, прежде чем произойдет аккумуляция, должна сформироваться аккумуляция. А после аккумуляции манипуляция и дистрибуция. И также говорил, что понедельник, вторник я жду движения внутри рейнджа, и этот рейндж, скорее всего, будет это пятничный рейндж, говорил. Так, вот это отключим. Что произошло? То есть все мои прогнозы, они прям точно на 100% отработали. Так, давайте-ка лучше здесь.
Вот это пятница прошлой недели, и я отмечал, что рейнджом, моим рабочей областью для следующей недели будет вот этот пятничный рейндж. И ожидал, что понедельник и вторник они будут в консолидации. Почему? Потому что важные новости прошлой недели, они были в основном в среду и в четверг. В среду был PPI, и самая сильная новость, она была в четверг. И поэтому я ожидал то, что основные движения, они будут происходить в середине недели. И поэтому понедельник, вторник я ожидал, что они будут внутри этого рейнджа останутся. Так, прокрутим. Азию пропустил. Лондон тоже. Сейчас. Вот 8 число. В Нью-Йорке я сделал 2 входа, открыл сделку. Давайте разберем этот трейд на 3-минутном таймфрейме. Прежде чем до Нью-Йорка, посмотрим, что цена сделала вообще. В основном Азия и Лондон, они были в консолидации, да, они находились внутри вот этого рейнджа. Так. Вот этого рейнджа. И только во Франкфурте цена вышла за пределы этого рейнджа, сделала манипуляционное движение, собрала ликвидность Азии. И дальше продолжили движение в лонговом. Но лоу, самый лоу пока дня был установлен только в лондонской сессии. Вот тут был Франкфурт, и здесь установили лоу дня. Но до Нью-Йорка цена уже сделала манипуляционное движение. И я здесь уже смотрел профиль по дневным профилям London Reversal, New York Continuation. А по этому профилю цена как должна двигаться. Если Лондон создал лоу дня, то в Нью-Йорке должна быть, в открытии Нью-Йорке должна цена была сделать одно манипуляционное движение против трендового движения, то есть в шортовом направлении. И тут мы видим, что с открытием нью-йоркской сессии сначала было ложное движение в лонг, а потом в шорт. Мы тут установили SMT. Сейчас я вам покажу. Так. Вот с этим лоу. Смотрите на этот swing low. NASDAQ делает fail. Он не забирает этот swing low, но S&P 500 очищает всю ликвидность с sell side, и тем самым мы формируем здесь SMT direction, то есть слом, который подтверждает смену тренда и сигнализирует то, что сейчас уже начнется дистрибуционное движение. Вот тут я как раз отмечал, это было в понедельник, после SMT на 3-минутном таймфрейме я здесь вошел в сделку, а потом здесь добавился еще. Итак, это был вход на минутном таймфрейме. Как только вот эта свеча закрылась внутри этих бычьих свечей, для меня уже это было подтверждением. Я не стал ждать слома структуры по МСС либо ЦИСТ.
я сразу отсюда выполнил вход. Так, а где, почему не работает это? О, отлично. Окей. Таргетом я ставил 2,5 отклонения по стандартному FIBA. Итак, я беру лондонский сессию Азии и уже отсюда тяну свой STD. Swing Low, Swing High, где был сформирован MSS. И жду цену где-то вот отсюда. Здесь, когда цена должна дойти до диапазона 2-2,5, здесь будет либо один откат, а потом продолжится движение, либо здесь полностью должен произойти разворот. И поэтому таргет у меня будет вот 2-2,5 максимум диапазон. Почему я уверен был, что вот этот PDH, Previous Day High не возьмут? Потому что в понедельник нет никаких новостных драйверов, и плюс основное движение должно произойти в середине недели, и поэтому до середины недели цена должна создать ликвидность с обеих сторон рейнджа. Поэтому я ожидал, что цену отсюда развернут, чтобы создать равные хаи с buy-сайда. Поэтому в понедельник не ждал, что здесь мы обновим previous day high, либо вообще здесь previous week high предыдущей недели. Соответственно, я работал просто по STDV. Вот тут мы тогда достигли таргета, здесь закрылось, но при этом посмотрим, что делал S&P 500. Мы видим, что S&P 500 особо никуда не двинулся. Он остался в диапазоне 15-минутного вот этого имбаланса. Цену прям жестко удерживали, не давали дальше подниматься. Вот 15-минутный имбаланс от пятницы. А NASDAQ этот 15-минутный имбаланс он здесь сломал. В NASDAQ вот тут был 15-минутный имбаланс. Вот он. Но тут мы перекрыли и дальше ушли даже. И тут самый интересный момент, смотрите, 15-минутная свеча. Это бычья, это медвежья. Что делает медвежья свеча на 15 минут? Она забирает ликвидность бычьей свечи и закрывается внутри рейнджа. Тут плюс еще у нас есть SMT дивергенция, потому что так, мы тут достигаем, вообще забираем вот эту свечу, вот отсюда. Есть SMT, а на S&P 500 мы даже не доходим до этого. У нас есть подтверждение по уроку Daily Bias. Кто смотрел, они сразу поймут то, что если свеча забирает ликвидность, закрывается телом внутри предыдущей свечи, плюс у нас есть SMT дивергенция, это большой сигнал к развороту тренда.
И плюс это все движение происходит где? Внутри вот этого диапазона 2-2,5 по STDV. А тут обычно всегда происходит либо одно откатное движение, затем продолжение тренда, либо полностью разворот тренда. Либо отсюда мы просто сразу разворачиваемся и тренд меняется в шортовую сторону. Поэтому лучше держать таргет до этого диапазона, здесь закрываться. И когда цена сделает откатное движение, смотреть на реакцию цены, что она тут будет делать. Если она намерена продолжить свое движение, то тут, допустим, в первой проблемной зоне FTA, это вот здесь у нас 15-минутный опять имбаланс, цена должна сделать слом в лонговом направлении. Когда она спустится вот сюда, вот тут вы можете уже смотреть слом, искать слом в лонговом направлении. Если вам дадут здесь слом в лонговом направлении, можно зайти и уже таргетироваться на вот этот ПДХ. Вот тут смотрите, здесь цена перебивает этот диапазон сопротивления, и телом закрываются свечи уже ниже этого уровня. Если цена намерена была просто сделать откатное движение и дальше продолжить, то она вот тут свечи должны были бы закрываться телами над уровнем диапазона, либо максимум до 0,5 уровень. Есть consequent encouragement. Вот этот уровень, он всегда удерживает цену. Вот тут мы можем вначале увидеть вот эти две свечи. Вот, видите, телами закрываются над этим уровнем. Вот тут якобы можно прочитать сигнал, что все, здесь цену удерживает. Скорее всего, будет сейчас разворот тренда и дальше продолжим двигаться в лонги. Но если посмотреть на 5-минутном таймфрейме, нам здесь не дадут слома структуры. Видите, чтобы был слом, мы должны были вот эту свечу, вот этот swing high, перебить телом и закрепиться вот тут где-то. И дальше продолжить движение. Но этого не было, а случилось что? Мы наоборот обновили вот этот swing low, вот этим движением, потом опять обновили этот swing low. То есть lower low обновляется, то есть структура идет просто в шортовом направлении. Так, дальше я потом опять зашел уже вот тут, в Нью-Йорк PM, это 3-минутный опять таймфрейм. Так, матрешки. Так, почему я здесь вошел опять в лонговом направлении? Потому что уже был сформирован SMT Direction на Swing Low. Видите, S&P 500 обновляет, полностью собирает ликвидность sell сайда, полностью очищает. Плюс мы делаем тест дискаунта. А NASDAQ делает fail. Лоу Лондона так и остается нетронутым. И это было здесь подтверждение, что цена намерена отсюда уже развернуться и опять идти в лонговом направлении. Итак, 16:00 в этом диапазоне я выполнил вход. 16:00. А вот здесь как раз. Вот тут я зашел, оказывается. Так. Заходил здесь. Первый таргет равный хаи. Всегда делайте с целью равный хаи. И желательно
так как это вторник чаще всего это манипуляционный день, и цена делает всегда такие ложные движения, якобы здесь у вас стоит очевидный хай, да, вот здесь равные хаи предыдущих дней. Но во вторник цена всегда, чаще всего делает манипуляционные движения. Она может сделать вот так, доходит до отсюда где-то, и потом разворачивается. Это специально делается. Поэтому в понедельник, вторник я рекомендую таргетироваться всегда на равные хаи, то есть на свечи, которые расположены очень близко друг к другу. А лучше это можно увидеть, когда вот переключаете на линейный график, вам прям четко дадут, где находятся равные хаи. Вот здесь равные хаи находятся. Поэтому можно таргетироваться на тело свечи. Видите? Не на фитили, а тело. Ну, так как это уже конец дня, то навряд ли было реально, что в этот же день цена заберет, поэтому я просто оставил открытую сделку и ждал следующего дня. Потому что подтверждение у меня, сильное подтверждение, SMT в дискаунте было сформировано. В S&P 500 просто зачистила sell side, и, соответственно, цене уже внизу делать было нечего. Всю работу уже сделала. Вот так. Начинается азиатская сессия тут. Азия продолжает движение предыдущего дня. И тут вот Лондон. Вот забрали. Наша сделка отработала. Но смотрите теперь основной интересный момент. Лондон что делает? Такие манипуляционные движения часто происходят именно в лондонской сессии. Да? Казалось бы, вот тут явный ликвид стоит, вот осталось всего лишь ничего. Но цена не забирает эти ликвидности, она оставляет. И такое движение очень часто всегда свойственно именно к Лондону. В лондонской сессии такое происходит. И поэтому, если вы будете работать в Лондоне, то таргетироваться надо именно на equal high, то есть на равную ликвидность. Equal lows, equal highs. Не на таргет предыдущих дней. Либо сессионную ликвидность. Вот здесь сессия, ланч-сессия. На нее, вот мы даже так... Да, цена не забрала, хотя вот здесь осталось вот всего лишь чуть-чуть, вот ПДХ стоит. Отсюда и развернулась цена и ушла вот в шортовом направлении. При этом мы здесь сформировали SMT. Это было уже дополнительным сигналом, смотрите. Вот тут NASDAQ делает fail. Оно не забирает previous day high, но S&P 500 забирает эту ликвидность. Вот тут. Вот. Вот наш PDH, Previous Day High. Тут снимают ликвидность предыдущего дня, а здесь мы делаем fail. У нас есть SMT на свингах, и это уже подтверждение разворота тренда. Так, а это движение... Лондон. Все. Так.
Во вторник я больше не торговал, все только в лондонской сессии. Меня потом не было. Но если посмотреть, давайте теперь пройдемся по дневным профилям, да? Что было у нас в понедельник? В понедельник у нас дневная свеча, лоу дневной свечи был сформирован в лондонской сессии, а хай в Нью-Йорке. Соответственно, у нас получается дневной профиль это Лондон Reversal и Нью-Йорк Continuation. Потому что вот тут мы сделали манипуляцию и дальше продолжили движение, которое было создано в Лондоне. Что произошло во вторник? Во вторник произошло то же самое. Нет, во вторник нет, потому что сейчас посмотрим, как закрылся день. Я во вторник потом больше не торговал. Вот все. До вот этого момента казалось бы, что London Reversal, New York Continuation, потому что хай дня был установлен в лондонской сессии, потом в Нью-Йорке мы сделали манипуляцию против основного тренда и дальше продолжили движение в шортовом направлении. Но в Нью-Йорке мы сделали разворот и мы перебили вот этот хай. Соответственно, у нас получается, что это дневной профиль New York Reversal, то есть разворот тренда в Нью-Йорке. А этот тренд, то есть этот профиль, как он формируется? Азия и Лондон должны быть относительно в консолидации, в аккумуляции. Если мы так посмотрим, то да, действительно Азия и Лондон, они находились внутри вот этого рейнджа. Вот, рейнджа от предыдущего дня. И цена не выходила за пределы вот этого диапазона. И, соответственно, да, это здесь была просто аккумуляция. В Нью-Йорке мы сняли эту ликвидность, сделали манипуляционное движение, и тут отсюда начался дистрибуция началась. Поэтому этот профиль будет у нас Нью-Йорк манипуляция. Потому что манипуляционное движение было в Нью-Йорке, а потом продолжили вот это же трендовое движение. Поэтому это Нью-Йорк манипуляция. Итак, в среду у нас ожидалась высоковолатильная новость. Hi, Dean. Hi, Dean. Hello. Appreciate, bro. Так, сейчас посмотрим. Вот как раз этот день, среда. Сейчас рассмотрим эту сделку. Азия формирует рейндж. Сейчас дождемся Лондона. Что покажет Лондон? Вот. Этот момент. Смотрите. Здесь было SMT между Азией и Лондоном. Это было подтверждением смены разворота. Тут был слом структуры. И от имбаланса я выполнил вход с таргетом на хай лондонской сессии. Давайте посмотрим здесь теперь на графике. С первого взгляда может показаться, что сессии, лоу азиатской сессии здесь не тронут. И на S&P 500 тоже лоу азиатской сессии, смотрите, не тронут, да? Но тут есть такой маленький нюанс.
Если мы отметим вот этот swing low и этот swing low, то S&P 500, смотрите, делает равный low, но NASDAQ, он даже не доходит до этого момента. Это очень тонкий момент, на который большинство трейдеров не обращают внимания, и они ждут, когда будет прям очевидный SMT, когда будет поглощение в одном активе, а в другом нет. Не обязательно, чтобы такое случилось. Достаточно именно, чтобы один актив у вас создал вот такой равные лои, а другой сделал фейл, не дошел до этого. И что после этого было подтверждение через слом структуры. Вот у нас вот этот swing high создал swing low этот. И, соответственно, когда цена перебьет этот high, это будет у нас market structure shift. Как только цена пробьет этот уровень, вы должны отметить себе ваши зоны интереса, откуда вы можете выполнить вход. То есть имбалансы, либо брейкер-блоки, либо инверсионные имбалансы. Вот тут я отмечаю имбаланс. Вот именно вот этот имбаланс, видите, отметен. Значит, вторая свеча будет. Вот первая, вот вторая делает тест этого имбаланса. Вот. Посмотрим, что у нас творится на S&P 500. S&P 500 не доходит до этого имбаланса, видите? Соответственно, у нас уже здесь есть тоже такое маленькое SMT, вот оно. Отсюда я выполняю вход от этой свечи. И таргет у меня high лондонской сессии. Почему high лондонской сессии? Какая у меня здесь была идея? Идея такая, что вот вроде бы опять на первый взгляд здесь остается ликвидность. Вот эта полка ликвидности, да? Плюс, если мы возьмем вот этот dealing range, то цена должна была вроде бы опуститься хотя бы до дискаунта или бы до эквилибриума. Но цена не сделала никакого такого движения. Вот. Хотя бы до отсюда вот так должна была бы сделать. Но не сделала. Почему? Потому что вот этот весь диапазон, он уже был сбалансирован. Подробное видео, я опять повторюсь, сам ICT рассказывает про этот момент, почему это считается сбалансированным рейнджом, а если рейндж уже сбалансированный, то цена не будет опускаться внутрь этого диапазона, потому что там уже делать нечего. Весь этот диапазон, он уже сбалансирован. Я здесь коротко просто вам объясню. Так, вот этот диапазон. Видите, у нас здесь уже было покупки, продажи, опять покупки. Этот диапазон, он уже сбалансирован. Все, здесь нету интереса для цены. Поэтому вот тут цена не отпустилась в дискаунт, так как уже сбалансировали весь этот диапазон. И когда у вас есть balanced price range, допустим, да, вот это у нас будет balanced price range, BPR положительный. Да. Если у вас есть внизу BPR, а над BPR есть один имбаланс из старшего таймфрейма, вот тут у меня 15-минутный имбаланс, вот, то
отметьте это, запомните навсегда. Цена сделает тест именно этого имбаланса и отсюда возьмет реакцию. Вот этот имбаланс, если он находится над BPR, а если BPR, допустим, будет находиться у вас в премиуме, а имбаланс будет находиться ниже, то цена сделает какое движение сначала. Допустим, вот тут у нас есть имбаланс 15-минутный, цена возьмет реакцию отсюда и упадет дальше, начнет падать. Это очень интересный момент. Многие трейдеры не знают об этом, а многие коучи не рассказывают об этом своим студентам. Может быть, из-за того, что не знают или не хотят, чтобы ученики знали об этом. А многие вот тут и потом ловят стопы. Окей, продолжим. Объяснил, да, идею, почему цена не должна уже вниз идти, вот сюда, в этом движении, а должна остаться наверху. Почему вниз мы не должны идти? Вот потому что у нас тут есть вот этот BPR. Поэтому bias у меня лонговый. А если лонговый, то первый таргет, самый первый ближайший таргет у меня будет ликвидность лондонской сессии. Сессионная ликвидность. Поэтому я ставлю именно сюда свой take profit. Стоп-лосс можно ставить вот сюда, за имбаланс. И видим, что вот наш таргет забрал, ликвидность мы забрали, все было отлично отработано. Если на минутном таймфрейме мы посмотрим, здесь было, что было, произошло, что. Тут была MXM модель, вот это MXM. Мы спустились на ERL зону, вот тут у нас есть имбаланс 15-минутный, который не перекрыт. Мы спустились в ERL, вот это ERL. Здесь у нас SMR, Smart Money Reversal, вот это все, диапазон Smart Money Reversal. Вот тут у нас оригинальная консолидация. И эта модель, она MMXM модель. MMXM модель. Очень просто. Окей, этот. Дальше. Это среда. И тут была новость. Я потом торговал после новости. Окей, давайте теперь дойдем до Нью-Йорка. У нас была тут новость. PPI. Месячный отчет. О, бля. Так. На новостях цена прям улетела. И мы забрали вот эту previous month high. Вот. На дневном, если сделать, даже на недельном, давайте покажу вам. Помните, я вам в начале стрима говорил то, что в прошлой неделе я говорил, цена должна забрать вот эту ликвидность, high недели, затем all-time high, вот эта ликвидность. И мы сейчас именно на новостях взяли вот эту ликвидность, забрали.
Дальше. Тут потом цена сформировала SMT. Это в 9:30 в Нью-Йорк, открытие Нью-Йорка. Сейчас дойдем до этого. Вот, 9:30. Смотрите теперь. Интересный тоже момент. На первый взгляд этого SMT нигде не видно. Да, будто бы вот здесь тоже цена не забрала никакой хай отсюда, и тут тоже не была взята никакая ликвидность. Но сейчас я вам покажу это, где это SMT было. SMT было, это называется Hidden SMT. Вот смотрите, high этой свечи. Смотрим только на тело свечи. Тело. Мы находимся на равных уровнях. А теперь посмотрим на S&P 500. S&P 500, видите, тело свечи. Оно перекрыло, забрало ликвидность. Это тоже является одним из видов SMT. Поэтому, когда такое сформировано, все, это уже подтверждение, можно входить. И тут открывается вот equity Нью-Йорка, а я выполнил вход до открытия, за минуту до открытия. Вот в этой свече, потому что вот тут у меня было SMT, подтверждение, все. И таргет у меня был sell side новостной свечи. News Event. Ликвидность. Видите, за 2 минуты отработал таргет. За 2 минуты была взята вот моя сделка. Здесь вот я здесь указываю SMT так. Дальше второй вход я выполнил. Второй вход. Сейчас. Так. Итак, почему я здесь был настроен в шортовом направлении? Потому что, первое, мы забрали ликвидность месячную ликвидность мы забрали. У нас тут скопилась ликвидность, прям очевидная, low resistance ликвидность, которую должны забрать. Прямо это полка ликвидности. Поэтому я здесь уже был настроен. После того, как манипуляция закончилась, мы забрали ликвидность месячного цикла. Я тут уже вошел в шортовом направлении. Шорт. Первый take profit у меня вот этот уровень equal lows. Сейчас я вам покажу на графике. Вот видите, вот полка ликвидности, равные лои, они находятся друг от друга прям очень близко. И поэтому первый таргет был именно вот эта ликвидность. Вот так. Здесь и лоу Азии, лоу Лондона. Плюс мы тут опять сформировали дополнительное SMT, смотрите. Так.
Вот тут я вошел в продажи. И take profit у меня был... Вот этот первый take profit, этот диапазон. Вот первый take profit здесь. И стоп я ставил за вот этот брейкер блок. Первый брейкер блок на минутном таймфрейме. Блин. Окей. Вот этот брейкер блок. Стоп за него. И посмотрим, какой там у нас РР получился. 1:8, ну нормально. Это еще первый. Наверное, 5-минутку переставлю, чтобы быстрее пошло. Оп, вот забрали. Затем, после того, как этот тейк заработал, вот это равный high LA забрали мы, я зашел снова. Вот тут я добавился еще. Когда цена сделала откат на вот этот инверсионный имбаланс, я опять добавил позицию, потом тут еще добавился. Сейчас покажу вам это все. Вот тут инверсионный имбаланс был. Инверсионный. И вот этот диапазон Silver Bullet. Вот тут всегда обычно формируется у нас одно SMT. Если оно будет сформировано, это будет подтверждением для вас. Запомните. Если такое вы увидите на графиках в зоне Silver Bullet, если будет сформировано одно SMT, это будет подтверждением для входа. Так, ну-ка на 3 минутки. Здесь вот это. Смотрите на тела свечи. Вот Hayden SMT это опять. Кто проходил у меня курс обучения, они все знают, как надо смотреть и где часто встречается этот Hayden SMT. В общем, тут я зашел в первый раз. Вот тут добавил позицию, и тут опять добавил позицию. И здесь закрылся. Вот. Вход, добавил позицию, добавил, и здесь закрылся. Затем, после того, как тут закрыл вот этот трейд, я при откате опять вошел с таргетом уже сюда. Вот тут опять зашел в продажу, и тейк у меня был
low New York PM сессии. Почему я был уверен, что цена дойдет до туда? Во-первых, можно было ожидать то, что цена заберет вот эту ликвидность, и отсюда она могла бы развернуться. Но в чем строилась моя уверенность? Она была опять на STDV. Где это? Вот. Вот тут мы сформировали swing low. И если посмотреть по STDV, видите, максимальное движение должно было быть до сюда. Сейчас, минутку. А здесь я смотрел отсюда, от слома, от свинга. Давайте натянем. Вот. Вот слом структуры. Смотрите, уровень 2-2,5 диапазона. Я вам говорил тоже, здесь цена делает либо одно откатное движение, либо полностью разворот. Вот тут цена сделала одно откатное движение. Куда? До имбаланса. И дальше потом развернулась, продолжила движение. Как я увидел, что вот видите, после откатного движения мы перебили 2-2,5 диапазон, телом закрылись ниже. Это было подтверждением, что цена еще будет падать дальше. Поэтому я здесь опять вошел и уже смело таргетировался на 4-4,5 диапазон, а тут как раз ликвидность PM Session. Все, забрали ликвидность, видите? И тем самым, смотрите, какой RR получился у нас тут. Так, сейчас. Вот. 1 к 16, прям идеально. Тони, как думаешь, продвинутый уровень про ордер блок? Да, у T2 SMT трейдера у него прям отлично там особенно про концепцию имбалансов я у него научился торговать. Ордер блоки, пропулшн блоки и имбалансы я у него научился. Да, смотреть, да, рекомендую я его. Итак, что у нас был профиль, какой профиль дня был? У нас профиль дня здесь среда было Нью-Йорк Reversal, потому что мы развернулись на 8.30, это уже считается нью-йоркской сессией, и на новостях мы сделали разворот, а Нью-Йорк АМ начал просто дальше движение в шортовом направлении. Так, следующий трейд. Так, это 8.30. На новостях. Это был четверг. Торговля на новостях была. Сейчас посмотрим. Скоро я уже закончу свой следующий урок по торговле на новостях. Я сделаю тоже эфир в YouTube. Я там буду объяснять полностью, как работать в дни, когда у нас имеются вот такие новости, допустим, да, Red Folder News, новости высокой волатильности. Они очень сильно влияют на рынок. Именно когда есть такие высоковолатильные новости, в такие дни рынок насыщают ликвидностью, волатильность прям зашкаливает. И внутри этого дня вы можете ловить один трейд, который перекроет всю вам недельную торговлю, может перекрыть. Вот, допустим, смотрите, здесь даже можно посчитать. Вот начало, вот конец, да? 250, 256. $160. 120. Видите, торговля в новостной день,
она окупается даже, если вы торговали 2 дня подряд. Здесь 120, 124, 162. А тут в один день вы можете сделать на одном трейде то, что люди делают за 2 дня, за 3 дня. Поэтому это рекомендую посмотреть это видео, когда будет готово, я объявлю в телеграм-канале. Очень сильное видео, прям там все досконально будет описано, показано, на что надо обращать внимание, на какие движения, как надо делать анализ. Упс, вот так. Вот моя торговля. Я так здесь вошел до новости или после 8:30. Сейчас посмотрим. В общем, здесь я уже вошел. На минутном таймфрейме это было. Так. Да, я вот здесь зашел. Или тут. Вот тут я вошел. Да, все понял. Сначала отмечай эти уровни сопротивления. Так как это CPI, одной из самых сильных новостей вообще, что имеется после FOMS, это CPI, это самое сильное, которое делает большое движение в рынке. И поэтому я отметил себе таргетом вот этот имбаланс. Так, да, вот как раз, где находится ликвидность, вот равная ликвидность, я туда ставил свой таргет. Вот это равная ликвидность. И тут уже открыл позицию, потому что если вы не войдете до новостей, с выходом новостей лучше не входить, потому что если вы тут открыли позицию, ваша позиция откроется где-то вот тут, когда цена уже будет разворачиваться. Так, таргет был. Это имбаланс. Равные лои, оказывается, были таргетом. Так, вот так я ставил свой таргет. И стоп можно даже не ставить, потому что если вас выбить со стопом, то этот стоп будет намного больше, чем вы ставили. Если рисковать, то уже с депозитом, который вам не жалко. И без стопа работать на новостях. Окей, поехали. Вот видите, CPI новости, они очень, как бы сказать, обманчивая новость, потому что CPI часто бьет прям в обе стороны. Сначала в лонг, а потом в шорт. Либо наоборот, в шорт, либо в лонг. И вот это ложное движение никак невозможно просчитать. И куда ставить стоп, да, допустим, сюда. Иногда он может еще выше пойти. А если вы угадаете правильное основное направление, то вы выиграете. Вот цена достигла, она даже забрала полностью эту ликвидность. И тут мой take profit отработал. Затем, после новостей, я уже стал ждать, что будут делать дальше.
После новостей лучше чуть-чуть дать рынку, чтобы оно сформировало какую-то структуру, чтобы было понятно, куда дальше двигаться. Так. Смотрите, тут до открытия Нью-Йорка, по-моему, да, или с открытием Нью-Йорка, сделали слом структуры, а после слома цена должна спуститься в дискаунт всегда. Все, тут я отметил себе для себя, как только мы закрылись над этим диапазоном, вот телом свечи, это было у меня Market Structure Shift. Затем на 3-минутном таймфрейме у нас тут остался, так, на минутном, вот на минутном. На минутном у нас был имбаланс, вот этот. Единственный в дискаунте. Почему я смотрю именно на этот имбаланс? Потому что... Так. Вот, в дискаунте находится. Если цена создала рейндж после слома, цена должна отпуститься в дискаунт, там протестировать POI, либо ордер блок, либо брейкер блок, либо инверсионный имбаланс, один POI в общем. И после этого формируется еще одно STDV. STDV это моментум будет. Это будет сигналом, что цена будет дальше двигаться в лонговом направлении. Сейчас посмотрим, где там был у нас SMT. Да, вот. Вот тут S&P 500 не забирает, а NASDAQ, видите, забирает ликвидность отсюда. А тут нет. Вот. Это было подтверждением для меня. Как раз, когда мы протестировали вот этот имбаланс. И вход я выполнил уже от propulsion блока, чтобы точно быть уверенным. Потому что после новостей иногда делают очень часто манипуляционные движения. И тут, вот здесь, это propulsion блок. Propulsion блок это блок, который, это ордер блок, который тестировал ордер блок, снявший ликвидность. Propulsion блок, он не снимает никакую ликвидность, он просто блок сам стоит. Но он должен протестировать ордер блок, который снимал ликвидность. Вот этот ордер блок у нас. Вот эти три свечи медвежьи, они на старшем таймфрейме будут одним ордер блоком. И вот тут, видите, он тестирует этот ордер блок, поэтому он propulsion. Я вошел в сделку вот отсюда, от теста этого ордер блока, то есть пропулшена. Вот. И таргет был PDH, Previous Day High. Так. Как раз вот это движение, вот здесь я вошел. Previous Day High, вот этот таргет. Стоп за этот свинг. 1 к 6. Почему я в лонговом направлении? Понятно, да? Потому что мы здесь во время новостей особого SMT не дали. Вот тут SMT не было, на новостях не было. Просто сняли ликвидность. Ликвидность была снята. Подтверждением моего байса стал этот слом структуры.
Потом вот это SMT, которое было сформировано внутри этого имбаланса. После этого мы обновили структуру, видите, тут после формирования SMT мы сделали higher high. Структура была обновлена. Это было MSS, а это было confirmation. Все. Это было подтверждением. Вот order блок, здесь propulsion. Цена уважает propulsion блок. Смотрите, ни одна свеча не закрылась телом ниже уровня propulsion блока. У меня было достаточно подтверждений, чтобы подтвердить свое направление в лонговом движении. Так, я добавился, здесь нет. А, нет. Только с одним контрактом. Вот первый таргет отработан. Отлично. И в шорт, и в лонг мы поймали движение. Дальше это уже пятница. Лондонская сессия, по-моему. Да. Если, смотрите, почему я не стал торговать дальше, да? Потому что мы достигли таргета своего. Previous day high был достигнут, мы забрали. Обычно, когда цена достигает каких-то основных таргетов в виде previous day high, previous week high, то есть high дня, либо high недели, то цена дальше уже уходит в консолидацию. Поэтому основной таргет, если у вас ПДХ, и он был взят, можно смело выходить из рынка и дальше не рисковать своим депозитом. И как мы видим, вот цена реально пошла в консолидацию, ничего дальше не было, никакого движения. Но зато движение нам дали вот тут. Интересное самое такое. Здесь Лондон сформировал лоу, но при этом тут была SMT дивергенция вот между этими лоями. Вот этот лоу. Так, сейчас 15, да, есть. Так. А на S&P 500, вот. То есть NASDAQ делает фейл, S&P забирает ликвидность с этого swing low на этой медвежьей свече. И дальше мы закрываемся внутри этой свечи, бычьей свечи. Так. Вот. Здесь на 5-минутном таймфрейме я зашел после вот этой свечи, медвежьей свечи. Переключимся на М5. Вот тут я вошел уже в покупки. Тут добавился, и таргет был у меня, так, хай Лондона. Вот этот хай. Ну, я потом добавил опять здесь позицию. Вот так было. И 1 к 5 РР есть. Все, наш таргет вот забрали, отработан. Это первое.
Так, второй. Это уже на новостях. CPI был. Да? Нет? Сейчас. Давайте дойдем до Нью-Йорка. Итак, здесь я ожидал манипуляцию в шартовом направлении. Почему? Потому что я тут уже видел, что здесь мы установили лоу дня в лондонской сессии. После Лондона мы создали такой большой длинный рейндж. И тут я уже понимал, до еще Нью-Йорка, что этот профиль дня будет London Reversal, New York Continuation. А если такой профиль, то в Нью-Йорке цена должна была сделать одно манипуляционное движение вниз в дискаунт, забрать low resistant ликвидность, а затем развернуться и продолжить тренд. У меня была такая идея. И поэтому я сначала здесь зашел на манипуляции, вот тут. Это 3-минутка, сейчас на минутке покажу вам. Вот с этой свечи, со второй свечи. В шартовом направлении. И первый ликвидность, куда я таргетировался, это вот эти равные, видите, лои. Вот она. Ликвидность стоит тут. Прям четкая полка. Вот. А под ним как раз 15-минутный имбаланс. Вот видите, да? Вот 15-минутный имбаланс. А под ним вот эта ликвидность. Вот так. Это на минутном. Стоп за этот хай. Короткая. Видите, за сколько? За 5 минут, по-моему, таргет отработал. Дальше развернулись и начали уже движение в сторону тренда. Тут я зашел опять на минуту, на трешке. Тут опять зашел, сейчас покажу на минутке. Так как вот это движение, оно было манипуляцией. На манипуляции мы здесь сформировали SMT. Вот это SMT. Так. Вот. Видите? NASDAQ забрал эту ликвидность, а S&P 500 сделал фейл. Плюс мы протестировали 15-минутный имбаланс, вот этот. И телом, видите, телами свечи закрылись над этим уровнем. Это было уже подтверждением для меня. Поэтому я уже смело здесь без слома структуры уже вошел. Но я не рекомендую вам делать то же самое, потому что у вас, скорее всего, недостаточно будет опыта, и вы можете просто поймать стоп. В таких ситуациях лучше дождаться слома структуры и потом уже входить в... Итак, и таргет был у меня buy side Нью-Йоркской сессии. Первый таргет только. Это первый. Вот так было. Стоп за этот лоу. Take profit сюда. Все. Так, перейдем на 5 минут, чтобы быстрее отработало. И вот
наш таргет отработал, но здесь я опять добавил все позицию. Вот тут покажу сейчас вам, это трехминутка. Трехминутка, так. Вот здесь была у нас новостная свеча. Здесь добавился и тут добавился, да, значит, на трехминутке, окей. Итак. Видите? Сейчас должна быть откатная свеча. Вот тут. Тут добавил опять. Потому что мы сделали здесь, что вот эта свеча, она была цистом. Вот этот down close candle, это была цист свеча, потому что она забрала ликвидность, всю ликвидность. Именно здесь мы на этой свече забрали. Поэтому она считается цист уровнем. И тут я опять вошел в позицию, дополнил. Затем у нас была новость. Вот новостная... А, нет еще. Вот новостная свеча. Мы забрали buy side этой свечи. И потом забрали еще sell side. Тут опять я добавился. Вот тут. Здесь я не успел. Окей, допустим, сделаем вот так. И take profit вот сюда. Все, забрали первое, видите. 3 входа, и все они были прям идеально выполнены. Вот. Сначала в short, потом в buy. И ни в одном из них цена не отпустилась ниже, не перебила. И тут мой take profit я здесь уже отодвинул чуть выше. Чуть выше. Это уровень 24.048. Так. 24.048. Вот. Вот здесь как раз вот вышел с торговли. Дальше. Тут опять вошел. Вот здесь. Когда цена сделала откатное движение. И таргет 24.079. Так. 24.079. Вот сюда. Видите, забрали ликвидность. Мы находимся на all-time high. Да? Слева от нас ликвидности нет никакой. Как вот в таких моментах работать, куда ставить таргет, да? Это тяжело. Если кто-нибудь хочет об этом узнать, прошу, добро пожаловать в курс. Я обучу вас, как надо таргетироваться, когда ты работаешь на all-time high. Потому что работать, когда цена находится на all-time high, очень тяжело. Потому что некуда таргетироваться, неоткуда отталкиваться. У вас нет слева ничего. Вы находитесь на самом максимуме. И работать тут сложно. Если кто-то хочет научиться этому, то добро пожаловать. Жду у себя в курсе. Смогу обучить. Так. И все, эта пятница была. Вот такая была неделя. Так. Упс. Закроем. Так, потом здесь тоже заходил. Вот тут зашел, но уже не делал скрин, но сделал скрин в группе. Сейчас покажу вам.
скидывал. Так, где это было? Вот. Здесь и тут 24087. 24087. Да, так. Вот здесь отсюда входил, потом закрылся здесь. Так, если сделать, подытожим, как вообще неделя формировалась. Опять по дням пройдемся. Понедельник у нас был London Reversal. Так, сейчас удалю все, чтобы ничего не мешало. Так, по дням пройдемся. Понедельник London Reversal, New York Continuation Profile. Вторник Нью-Йорк манипуляция. Лоу дня было сформировано в Нью-Йорке. Дальше. Здесь Нью-Йорк Reversal. Так, это у нас четверг. Нью-Йорк манипуляция. Почему? Потому что вот это Азия и Лондон создали аккумуляцию, и на новостях мы забрали. Это было манипуляционное движение на Нью-Йорке, и дальше продолжили трендовое движение. Поэтому это было Нью-Йорк Manipulation Profile по дням. А тут London Reversal, Нью-Йорк Continuation. Опять Лондон создал лоу дня, а Нью-Йорк дальше Continuation продолжил это движение трендовое. Итак, если посмотреть теперь свои ожидания на следующую неделю. Так. Начнем с недельного. На недельном таймфрейме мы прям очень убедительно закрылись телом свечей на максимум предыдущей недели. Плюс мы забрали ликвидность. То, что я говорил еще в прошлой неделе телом. Это так, недельный цикл говорит, что следующая неделя тоже будет, скорее всего, больше я преклоняюсь, что будет бычья неделя. Мы продолжим это движение. На дневном таймфрейме то же самое. Мы закрылись в пятницу очень сильно в бычьем направлении. Вот. Закрылись телом. И в понедельник, скорее всего, будет продолжение этого движения. В общем, мой байс на следующую неделю это бычий. Сейчас посмотрим, какие вообще новости нас ожидают на следующей неделе. Итак, 13. В понедельник у нас новостей нету. Во вторник Retail Sales. В среду нас ожидают сильные новости. Будет FOMS, будет ставка Федрезерва и плюс пресс-конференция FOMS. Это самая сильная новость, что есть на индексах. Эти новости создают очень бешеную волатильность, но при этом еще торговать именно FOMS это один из самых сложных торговых дней. Потому что цена делает прям бешеные манипуляции и в лонг, и в шорт, seek and destroy, все там будет. Дальше в четверг unemployment claims, вот это тоже классная новость. В пятницу ничего нету. Значит, самые сильные движения у нас будут в среду и в четверг. Скорее всего, в четверг будет манипуляция, а в среду манипуляция, в четверг продолжение тренда. Продолжение тренда. А если мы посмотрим теперь по квартальной теории, да, что у нас показывает квартальная теория? Так, месячный квартал. Давайте рассмотрим это. Итак,
Вот тут у нас месяц начинается, да? Да, вот здесь сентябрь начинается. Мы на дневном. Сделаем вот так. Даже это не нужно нам. Итак, вот циклы, месячный цикл по квартальной теории у нас. Если мы посмотрим, первая неделя, она была у нас, значит, X. Если X, то месячный цикл будет формироваться по XAMD. Вот это движение было. Вторая неделя, она была аккумуляцией. То есть вот эта неделя, которую мы сейчас торговали, она была аккумуляционной неделей. И как мы видим, реально цена создала, видите, вот эту ликвидность. Low resistance ликвидность была создана именно в течение этой недели. Следующая неделя, она будет манипуляционной неделей. Манипуляция. И как раз у нас сильные новости. Ожидается retail sales. Потом вот эта сильная... нет. Вот самая сильная новость. FOMS, где Fed ставка. Потом еще пресс-конференция Федрезерва. Именно в этот день будет манипуляционное движение. Если на манипуляции мы заберем buy side, то основное движение дальше будет в шорт. Если наоборот мы заберем вот эту ликвидность, то уже в конец месяца будет лонговым, дистрибуция будет в лонг. У меня такие прогнозы. Все, на этом все. Если есть вопросы, можете спросить. Я думаю, все было понятно, все было доступно. Как цена двигалась внутри этой недели. Ничего сложного нет. Если будут возникнут вопросы, можете писать в Телеграме, постараюсь ответить, если будут какие-то непонятные моменты. А так, в целом, неделя прям отличная, хорошие трейды, отличные сделки. Прям, я сам доволен лично. Так. Вот, начнем с этого. Пятница, прям отлично. Здесь тоже. Я в целом доволен. Нормально все получилось. Все, в таком случае, ребята, удачных вам выходных. Профитной недели следующей желаю, чтобы у всех было больше хороших профитных сделок. И хорошего отдыха.